Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас третий подкаст цикла, посвященного знаниям будущего и будущему в целом. Веду его я, Лазурко Елена Егоровна, психолог, духовный целитель, бизнес-тренер. С 2000 года работаю в системе академика Миани Михаила Юрьевича, и для меня большая честь вновь представить нашего учителя, исследователя и автора уникальных методик академика Миани Михаила Юрьевича. Добрый день. Здравствуйте. У наших подписчиков канала, наших слушателей часто возникает вопрос, как создаются уникальные знания системы? Почему нам удается решить задачи, которые не смогли решить другие? Как можно применить научные методы познания духовного мира, если наука в целом не признает духовный мир? И многие другие вопросы. Михаил Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как организованы исследования и чем наш подход отличается от других? М, Большое спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень объемный и очень сложный. Надеюсь, мы успеем, да, в ограниченное время вписаться. Можно сказать для начала, что сама методика разрабатывалась достаточно давно, да, более 30 лет назад, и далее нужно будет немножко вспоминать, потому что как вот человек выучил язык, он не думает о правилах, он ими пользуется, да, ну или сороконожка. Пока ходит не думая, ходит. Когда ей задают вопрос: "А как же ты это делаешь?", да, ей может оказаться немножко сложновато на этот вопрос ответить, и способность ходить иногда теряет. М, ну, по крайней мере, множество здесь составляющих, о чем есть мы сказать. Если посмотреть на окружающий мир, то, собственно, что его меняет? Меняет наука, ну, разумеется, знание плюс труд, да, потому что все, чем мы пользуемся, или большая часть того, что является привычным, там лет 100 назад этого и не было, или что-то описывали фантасты 100, там, 200 лет назад. Религия, духовные учения меняют мир, да, потому что как бы заходит буддизм, там, где из черепов выстраивают пирамиды, люди начинают ходить аккуратно, чтобы даже какое-то там насекомое случайно не раздавить, вплоть до такого. Э, и дают основы нравственности, основы понимания, кто ты человек в духовном плане и как стоит жить, ради чего стоит жить. Поэтому это то, что меняет мир. Каким образом эти знания создаются? Если мы говорим о науке, то по большому счету у нее два основных инструмента: теория, да, логика, и эксперимент, да, практика. Наши инструменты в основном научные — это теоретические инструменты. А духовные инструменты, если взять, как создаются учения, ну, все это прекрасно знают, в основном через откровение. То есть человек себе жил-был, да, с ним что-то случается, он начинает слышать, начинает видеть, он начинает испытывать определенное состояние и записывать то, что ему дают. Не всегда сам записывает, он то, что услышал, рассказывает, ученики записывают, ну, как бы суть не в этом. Человек получает знания через откровение, дальше они фиксируются. То, что делаем мы, все намного сложнее. И с научной точки зрения, и с духовной точки зрения. Ну и почему сложнее? Ну, чем совершеннее инструмент, тем он, как правило, сложнее. Камень можно бросить, но он простой предмет, да, далеко не полетит. Ракета может лететь там тысячи километров, попадать в окошко, да. Она на порядок сложнее, у нее больше возможностей. Поэтому составляющая наука, духовность, плюс ряд других вопросов, которые в конце также есть смысл рассмотреть. Желательно представить основные научные инструменты, которыми пользуются, по крайней мере, большинство, да, исследователей. Ну, наверное, смысл добавить, что те, кто имеет докторскую степень, меньшая часть из них является в чистом виде исследователями. Да? Им это нужно для преподавания, а небольшой процент, они стараются создавать принципиально новые знания. И в основном эти знания создаются как? Ну, в науке там ближе к индукции. То есть нарабатывается или берется какой-то пласт событий или какой-то пласт информации, и она обобщается, делаются выводы, и вот есть какой-то там научный продукт.
Ну, не всегда это примитивно, да, потому что ну, как бы современные технологии, они суперсложные, там могут быть интересные, но с точки зрения, как открыть что-то новое, это выглядит в основном вот таким простым образом. М, Эксперименты проводятся, факты собираются и стараются увидеть закономерности и сделать, да, тот или иной вывод. И вот эти выводы складываются в какие-то там положения, в какие-то теории. Э, Единицы, кто пользуется другим методом, и которым в том числе пользуемся мы, можно сказать, что это дедукция. В каком плане? Формируется изначальная идея, формулируется, да, изначальная идея, и дальше она детализируется по ступенькам смыслов до нужной глубины или до того уровня, когда дальше раскладывать не на что. Там, первые элементы кванта, да, элементарные частички. Каким образом формулируется, создается вот эта вот первоначальная идея? Здесь много различных требований, да, по крайней мере, ну, как создаются общие теории, да, или единые теории, ну, единые, из множества разрозненных, как развивается наука, из множества запчастей, которые в том числе могут противоречить друг другу, с помощью соответствующих там преобразований формируется целое. Да. Разрозненные части встраиваются в целую картинку. Вот в основе вот этой цельной картинки лежит та или иная модель. Вот, предположим, что желательно понять. Там математика. В первом классе выучили 1 плюс 2, 1 плюс 1 равно 2. Все остальное это ну, плюс некоторые другие положения. А все остальное, включая там супер высшую математику, это логический вывод. Это следствие. Из одного следует другое. Так создается теория. Есть база, а все остальное это развитие. Да, и вы учите там тот или иной предмет от простого к сложному, от базовых положений к различному усложнению. В нашем случае мы создаем, ну, прежде всего, модель, да, там, из чего что состоит. Предположим, в современной науке каким должно быть общество, вот, вернее, ну, общество будущего. Да? Что такое вообще общество, из каких частей оно состоит? В современной науке эта задача не решена. Ни как заглянуть далеко в будущее, ни, собственно, какова модель общества. Да? В данном случае мы, ну, предположим, в нашем, да, случае мы вводим, в основе лежит информация, знание, то есть произвольная, скажем, информационная система, да, энергоинформационная система. Что? В основе лежат программы, что управляет. В основе сознания человека лежат программы. То есть что он реализует, что он ценит, как он думает, как он принимает решения. Есть программы. Дальше эти программы входят в сознание отдельного человека, мы получаем людей. То есть знания через систему образования, через масс-медиа и так далее, они формируют человека и соответствующих свойств. Да. В первобытном обществе его обучают, как держать дубину и разводить костер. Да. В современном обществе, чем более высокоразвитая страна, тем более длительная подготовка, и он должен владеть там современными знаниями, там, инструментами, технологиями. То есть на основе знаний формируется человек. Люди, в силу тех свойств, которые они сформировали, они выстраивают все существующие взаимодействия, межличностные, от межличностных до государственных, межгосударственных. Дальше вся эта машина работает, мы получаем результат. Дороги, больницы, театры, сады, города и все остальное. Да? И вот этот результат, он создает благоприятные или неблагоприятные условия для развития знаний человека, да, и всех процессов в целом. Да, вот формируется модель, ну или человек. А из чего состоит человек? Да? Обычно наука говорит тело, духовные говорят душа. Что такое душа, не очень понятно. В буддизме, в индуизме там достаточно много есть, что можно подчеркнуть, на что можно опереться. Да? Поэтому душа– это сознание, там, энергетика по нашей терминологии, там, прежде всего тонкие тела. Это то, что вечное. Тело, да, менять нужно регулярно. И плюс внешние системы, которые даются человеку при рождении. Капсула, дух, предположим. Вот ключевые элементы. Поэтому в основе лежат ключевые элементы, из чего это состоит модель, как эти элементы взаимодействуют друг с другом,
да, как они взаимодействуют с окружающим миром и по каким законам все это может изменяться. Да, ну, предположим, в нашей системе уровни развития, развитие по уровням, да, это развитие, собственно, в противоположную сторону деградация, позитивность, э, улучшение, устранение проблем, увеличение всего хорошего, да, это рост позитивности, нарастание проблем, да, там, до тирании какой-либо, да, это вот в негативную сторону. Поэтому в основе создается система, базовая система представлений, да, элементы, связи, законы ключевые, а все остальное идет через логический вывод. Да, причем вот эта модель, основные научные требования, вот, логика, да, какие из них? Полнота. Если мы взяли какую-то сферу, мы что-то вводим, эту сферу нужно охватить полностью. Одни и те же положения, одни и те же законы должны охватить все. Если здесь работают, там не работают, значит, эти законы не распространяются на все, они на какую-то часть распространяются. Да. Поэтому есть полнота. Если что-то входит, да, все ли это охватывает? Непротиворечивость, потому что противоречие – это ошибка. Ну, предположим, решайте задачку по математике. Взяли 2 или 3 способа решения, на выходе разный ответ. Вы ошиблись. Да? Противоречия быть не должно. Если это рациональная система, логически правильная, противоречий внутренних нет. Да, все согласовано без конфликта. Проверяемость. Да, это можно подтвердить. Поэтому формируется изначальная идея. Это непростая задача. Ну, как бы примеры, которые я приводил, в науке в том числе не решены эти задачи. А дальше на основе вот этих базовых представлений мы делаем шаги, как это все детализировать, 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 детализировать. И здесь тоже нужно решать много непростых задач. Вот, предположим, мы делаем какой-то шаг, предположим, строение, там, энергетическое строение человека. Какая у нас здесь может быть ситуация? Здесь может быть такое, что вообще отсутствуют какие-либо ответы. Тогда нужно создавать принципиально новое знание. Здесь может быть нечто такое абсолютно невразумительное. Ну, предположим, в ряде источников можно прочитать, там, центры сознания человека, чакры – это сгустки энергии. Ну, кому-то это кажется убедительным, но с точки зрения логики, ну, это как бы абсолютная глупость. Да, что может сделать камень? Ну, или вода, налитая в стакан. Да, что может сделать простое вещество? Ничего. Оно существует, оно обладает свойствами. Сгусток энергии – это не то, что мыслит, выполняет какие-то там сложные действия, управляет, влияет. Это просто да, то, из чего состоит окружающий мир. Да, исходное вещество. Да, это не конструкция. А с точки зрения логики, если вот, существуют определенные свойства, там, различные какие-то функции, то за этим должны стоять те или иные конструкции, да, системы, которые реализуют эту функцию. Ничто не происходит просто так. Да? Если есть какой-то смысл, значит этим что-то управляет. Да, вот есть то, что управляет, есть то, что реализует, по крайней мере. Да? Поэтому есть откровенные. Ну, нельзя сказать, что это совсем глупость. То есть человек, ну, условно говоря, протер вспотевший третий глаз и что-то увидел. Вот что увидел, то и написал. Да? Но это ни о чем не говорит, что же там есть на самом деле. Поэтому нужно понять, ну, где то, что можно отбросить как нерациональное. Где-то есть много различных представлений. Да, кто-то отвечал уже на эти вопросы и отвечал по-разному. Да? Поэтому, вот, когда мы двигаемся вниз, нужно понимать, а что вообще существует в этой сфере. Да? То есть, скажем, людей-то ясновидящих там десятки миллионов, но они не развивают, как правило, науку по множеству причин. Да, потому что хотя бы нужно понимать, а что уже создано в этой сфере. Да, нужно иметь научную подготовку, да, логическую подготовку, нужно уметь работать с информацией. Да. Когда мы двигаемся по тем или иным ступенькам логики, у нас подключаются и, с одной стороны, духовные инструменты, можно задать уточняющий вопрос, тонкий мир. Да, то есть духовные методы работы с тонким миром – это примерно как общение с умным человеком, у которого есть ответы на все вопросы. Но если у человека нет базы, он и вопрос не сформулирует.
он не сможет его задать. Да? Ну или во многих случаях не сможет понять ответ, если у него, опять же, нет соответствующей базы. Да? Поэтому мы берем начальную модель, ее детализируем по уровням, и если не хватает, мы начинаем решать, нет знаний, мы начинаем решать эту задачу, и примерно 2/3 всей информации, которая у нас есть, это информация уникальная, ее раньше не было. Не было ответов на эти вопросы. А треть– это изучение того, что создано другими, и варианты. Что-то отбрасывается, как нет смысла опираться. Что-то говорит на эту же тему, ну, предположим, между различными представлениями есть противоречия. Нужно понять, почему эти противоречия возникают. Каким образом убрать эти противоречия? Ну, предположим, кто что считает, что ну, это же противоречия там, в разных религиях, там боги называются по-разному. Ну, какая разница? У Сталина было 30 псевдонимов. Ну что, он от этого перестал быть Сталином, что ли? Нужно искать общее, не устраивать там поводы для конфликта, а искать общее. А если искать общее, то все религии, в принципе, говорят о одном и том же. Человек, душа, есть Бог, есть его законы, духовные законы. Есть ключевые последствия. Ты попадаешь в ад, если слишком уж неправ, ну или там в рай попадаешь, если ты молодец. Да, это как бы основа, дальше подробности. Да, все ключевые учения говорят, ты должен быть честным, справедливым, относиться с уважением к людям. Если искать общее, оно, можно сказать, на поверхности. Но кто хочет упереться лбом в стенку, тот ищет причины, где нужно упереться лбом в стенку. Поэтому, когда мы рассматриваем различные представления, задача убирать противоречия, понять, почему они возникают, убрать эти противоречия и как эти знания могут состыковываться. Да, в ряде случаев просто одни и те же понятия названы другими словами. Ну, там, ну, бывают всякие другие моменты. Но задача мы двигаемся, и противоречия убираются, элементы, которые они рациональны, они готовы, они встраиваются в общую картинку. Таким образом развивается знание. Но здесь нужно добавить, что вот это движение сверху вниз, оно очень непростое, да, потому что вот в свое время нужно было разрабатывать целый такой инструмент, неформальная логика. Вот есть какой-то смысл, да, вот у нас основные инструменты научные теоретические, потому что для экспериментов и ресурсов не хватит, и жизни не хватит, чтобы тот огромный объем информации, который мы перерабатываем, можно было бы успеть переработать и довести до какого-то как бы, приемлемого состояния. Мы работаем со смыслами прежде всего. И если есть какой-то смысл, а как его разложить на определенные элементы? Они не просто запчасти, которые, грубо говоря, валяются. Нет, они взаимосвязанные элементы. Нужно понять, есть логический элемент, он должен, ну там, вход, преобразование, выход. Ну, это как бы упрощенная схема, но это взаимосвязанные вопросы. Для этого элемента, а что на входе? Ну, там, энергия поступает, информация поступает. Что с ним происходит, если что на выходе, да? Как это все взаимодействует? И таких связок их много самых разных. То есть двигаемся, да, раскладываем по смыслам, используя различные логические закономерности, как смысл распадается на детали. И к этим деталям нам нужны уже ответы. Да, и то, что можно взять существующее, оно берется, обрабатывается, встраивается в цельную картинку. И таким образом мы двигаемся или до того уровня, до которого нам нужно детализировать, да, вот ту или иную теорию, или дальше уже углубляться некуда, все, пошли элементарные частицы. Это основные логические инструменты. Ну, наша терминология– это синтез информации. Да? Берется идея, запускается ее детализация, и существующая информация, она перерабатывается, встраивается в общую картину. Что недостает, мы соединяем. Это вот основные научные. Здесь можно добавить, что ну, это в том числе можно выделить как отдельный элемент, можно выделить как элемент научных исследований, это работа с первоисточниками. То есть есть ну, различная литература, там ее называют классической литературой, по брахманизму, там, аюрведа, по буддизму, где есть много интересных описаний, или там классический источник Йога-сутра Патанджали. Люди читают,
подавляющее большинство не понимают, что там написано, да, и не смогут понять. Потому что для этого нужны определенные, скажем, ключи, да, или люди знают, большинство слышали, что такое там тонкие тела там, или чакры, или еще что-то. Что это такое, по сути, практически ни у кого ответов не будет. Да. И не будет, потому что в основе всех этих представлений, это отдельный вопрос, вот, все же и наука развивается, опираясь на плечи предшественников, да, и все знания, они на что-то опираются. А чтобы вообще рассуждать на эту тему, это отдельный вопрос, что такое энергия, теория энергии, как это все, да, как это все устроено, как это работает. Если понятно по сути, что такое энергия, это элементарные частички, на порядок более мелкие, чем то, с чем имеет дело современная наука, да, тогда мы можем отвечать на эти вопросы. Предположим, что такое тонкое тело. Тонкое тело – это примерно как кожа для тела. Тонкое тело для души – это примерно как кожа для тела. Что она делает? Не пропускает воздействие извне, сохраняет, поддерживает внутреннюю среду. Ну, в данном случае просто обтягивает, да, э, кости, мышцы и так далее. В тонком мире что делает тонкое тело? Не пропускает воздействие, сохраняет среду, придает форму и в том числе может использоваться как крепление для тех или иных энергетических систем. Да, то есть душа живет на энергии. Если энергию откачать, все, жизни нет, жизнь закончилась. Да? Ну, может быть, не все понятно, что я сказал, но по сути, на уровне энергетических механизмов, на уровне информационных механизмов, все, из чего состоит, там, неважно, человек, тонкий мир, мы это описываем подробно. Но большинство людей, они не смогут дать на уровне смысла, понимания, что такое, там, опять же, тонкие тела, каналы, потоки. Это ключевые элементы, из которых состоит там, душа человека или любого другого существа. Поэтому мы рассматриваем первоисточники, в том числе, пользуясь логикой, пользуясь, скажем, общением с тонким миром, мы эти источники расшифровываем. Там много полезного, те же самые первые элементы, кванты, ну, в том числе, скажем, математическая задача, может быть, будет интересна. Душа бессмертна, да, вот живет она там столько-то миллиардов лет, и, ну, предположим, Вишудха, она фиксирует образы. Да, вот человек воспринимает окружающий мир с частотой там, более 50, более там, 24 кадров в секунду, как кино, да, там 50 кадров в секунду. Вот все, что он видит, это все фотографируется, грубо говоря, да, и в виде информации откладывается в памяти чакры. Да, то есть каждая чакра отвечает за свою память. Да, визуальная, слуховая, там, ощущения, вкусы, запахи. Да. Когда человек вспоминает прошлое, вот эта память активизируется, он может все это испытать, вспомнить, услышать, ощутить запахи и так далее. Да. Все это записано в памяти. А вот спрашивается, а какой должен быть размер носителя информации, вот картинки в сознании, чтобы эта информация с частотой там, 50 кадров в секунду за много миллиардов лет помещалась вот в этом ограниченном объеме, в части вот этого объема, да, память. Там, кроме памяти есть много других элементов. И примерно можно понять, каким должен быть размер вот этих частиц. Да, да, чтобы, ну, вот как мы видим картинку в экране, да, чтобы человек в таком-то качестве мог воспринимать, вспоминать, видеть. Да, поэтому где-то математика может использоваться, ну, расшифровка первоисточников. В целом можно сказать, что это духовные методы, научные методы. Духовные методы, да, это взаимодействие с тонким миром, но если, скажем, говорить учение, да, там какое-нибудь древнее, ну, религия какая-либо, приходят откровения, человек это запоминает, записывает. В нашем случае это выглядит по-другому. Ну, вернее, если взять в динамике, то вначале, как это выглядело, обучался, преподал в Академии йоги, есть масса вопросов, на которых не было ответов, и они начали всплывать в сознание. Да, то есть понятно, как это, как это, как это. А затем по шагам, по определенным этапам развития все это вышло на
стабильную работу. То есть у вас есть возможность обратиться э, с вопросом, получить ответ. Да? И здесь важно не просто какие-то вопросы, какие-то ответы, чтобы чтобы создавались научные теории, да, чтобы это все было логично, понятно, чтобы все это можно было бы превратить в какие-то практические рекомендации, в практические результаты. Поэтому, с одной стороны, общение, и, как я уже чуть раньше сказал, с тем, кто практически имеет ответы на все вопросы. Да. Здесь, если немножко уйти в сторону, какие-то глупости там пишут иногда в различных научных статьях, человек входит в состояние транса, и, о ужас, на один и тот же вопрос разные люди получают разные ответы. Ну что ж такое безобразие? В чём безобразие? А к кому обращаются люди? Они могут обращаться к совершенно разным источникам. Трансцендентно — это что? Ну это же ну это же не кисель, это не нечто однородное. Да, это сложные миры, населенные различными существами, там, информационными, там, всевозможные базы знаний, разные по целям, по ценностям силы. Да. Кто-то к темным обращается, да. Кто-то понимает, что такое светлая сила, позитивная, которая благо желают. Силы различаются по уровням и много других отличий, да, почему разные ответы. Ну, грубо говоря, к человеку примитивному не придут существа супервысокого уровня. Все выстроено рационально, да, то есть, чтобы максимально высокого уровня представители, да, высших сил общались с человеком, он сам должен быть, ну, соответствовать этому уровню. У него должны быть, условно говоря, большие погоны, да, высокий статус, чтобы ему уделять внимание. То есть пионеру, грубо говоря, отвечает на его вопросы школьный учитель, да, который преподает в его классе. Подрастаешь — это будет другой преподаватель. Поэтому это возможность задавать вопросы. Нужно понимать, кому эти вопросы задавать, каким образом задавать. Перепроверять информацию нужно. Вот, то есть что-то самостоятельно. Многие вопросы решаются с командой, да, с ассистентами, с вороной в том числе. Нужно понимать, когда человек получает информацию, вероятность всевозможные сбои по множеству причин, да, потому что могут вмешиваться какие-то внешние воздействия, может человек там ошибаться. Ну, всякие могут быть причины, да, поэтому информация, которую мы получаем из тонкого мира, ее нужно перепроверять, да, различные тестовые вопросы. Опять же, мы получаем информацию, складываем объемную картинку. Вот в ней не должно быть противоречий. Да, она должна быть рабочей, да, эффективной, поэтому эти вопросы, они непростые. Да, конечно, когда идет работа с ассистентом, настройка, в идеале что нужно? Ну, там 3, 5, 10 вопросов. Человек не знает, о чем речь, но он должен точно ответить. Да, да, нет, 1, 2, 3, 5, 10. Если он не понимает, какой вопрос, но ему тонкий мир дает правильный ответ, он их правильно считывает, все, настройка есть, и можно дальше задавать любые вопросы. Можно разговаривать. Можно и нужно, да, изучать визуально. Вот тонкий мир, в чем ошибка науки? Она к нему относится материалистически, к духовному миру. А его нельзя на данный момент, по крайней мере, фиксировать с помощью физических приборов. Это ну, совершенно разные вещи. Да, это разные уровни энергии. Совершенно разные. А способности человека, таких-то людей очень много, они дают ну, огромные возможности. Да. Можно и как микроскоп приближать и заглядывать, что внутри там чакры, предположим. Можно как телескоп, да, приближать то, что находится очень далеко, да, видеть на большое расстояние. Можно настраивать способности, ну, примерно как там рентгеновским да, излучением просвечивать. Ну, разные есть приемы, как пользоваться этими инструментами. Вот способности человека, заложенные в нем, они предназначены для взаимодействия с тонким миром. Но никто же не плавает на кувалде. Кувалда предназначена там бить по каким-то, ну, прежде всего, металлическим заготовкам, да, кувалда там или еще что-либо.
А для того, чтобы плавать, вы берете инструмент, ну, там, какую-то лодочку, предположим. Поэтому, когда физическими приборами пытаются изучать духовный мир, ну, это немножко нонсенс. Для изучения духовного мира нужны духовные инструменты, это духовные приборы. Поэтому можно общаться и нужно общаться. Нужно изучать визуально. Затем все это нужно проверять на себе, ну, или на себе, да, или тем или иным образом проверять. И заключительная часть любых исследований — это в любом случае проверка экспериментальная. Да, это работает или нет. И наши инструменты, да, вот Елена Егоровна, духовный целитель, один, ну, у нас несколько ведущих специалистов с огромным опытом, с классными результатами. Все это работает и работает высокоэффективно, да, когда вы понимаете, как оно устроено. И метод работы наших, вот один из ключевых способов проверки, вот все, что мы разрабатываем, как оно соответствует действительности или нет. Да, это то, что делают наши представители. Да, предположим, обычный психотерапевт, да, или кто там, психоаналитик или еще кто-либо, он задает много вопросов через какие-то тесты, как-то старается представить, понять, что там за проблема у человека. А если у человека работают способности, он просто смотрит и видит. Вот проблема, там, темная энергия, какое-то негативное воздействие. Он задает вопросы сил, которые отвечают за человека, и в чем ошибка и как правильно. Все у него на руках готовая информация. Он все задачи решает на порядке быстрее, и он может решать огромное число вопросов, которые обычный представитель, да, вот данного направления, но ему и в голову не придет. И даже если придет, он не сможет найти ответ, скажем, влияние предыдущих воплощений. А как эту информацию получить, если человек не помнит? Ну, очень просто нужно понимать, к кому обращаться и как задавать вопросы. Вот картины как перед глазами, вот последствия те или иные воздействия, вот духовные законы, на что нужно поменять свои там программы негативные, чтобы получить позитивный результат. Да, у человека все это как на экране компьютера отрабатывает очень быстро. И основная сложность не в том, чтобы понять, а в том, чтобы человек, защищающий свои проблемы и оправдывающий себя, сумел все-таки признать, что Бог поругаем не бывает, да, что есть закон, не ты создал этот мир, ты в нем просто живешь и учишься, что правят законы, и освобождение от проблем — это приведение себя в соответствие с этими законами. Да. Достижение тех или иных результатов — это действие в соответствии с этими законами. Поэтому основной инструмент проверки — это наша ежедневная практика, и все слушатели, да, в том или ином, ну, в меньшем, конечно, объеме, чем целители-профессионалы, но на каждом занятии все наши слушатели это практикуют, решая свои различные задачи. Поэтому, подводя итоги по нашим инструментам, наука — это прежде всего теоретические методы, одни из самых сложных, то есть основатели общих теорий — это, как правило, люди, с которыми школьники знакомятся на соответствующих уроках. Да, там Нильсон Бор, вот у него пришла в голову идея, есть ядро, вокруг него там вращаются электроны, да, и дети это учат в школе. Те, кто вот заложил основы, да, построил ключевые модели. Вот мы работаем, э, создаем ключевые модели, дальше все это детализируется, превращается в различные там технические приемы. Чем более детально мы понимаем, как устроен человек, да, его сознание, тем более совершенные технологии мы можем использовать. Поэтому основа научная — это логические способы, прежде всего, работы со смыслами, плюс расшифровка первоисточников, да, понимая, что за этим стоит, да, что такое энергия. Да, потому что без базы человек не может какие-то задачи решать. И духовные инструменты, да, это способности общения, там, восприятия. Дальше все это проверяется на себе. Наверное, есть смысл немного эту тему продолжить. В каком плане? То, чтобы можно было пользоваться этими технологиями, а есть смысл утверждать, что за этими технологиями, то, что мы с вами рассмотрели, будущее.
да, потому что физические приборы, ну, предположим, душа, она спокойно проходит сквозь стену, в тело входит и выходит, но не в любом месте, которое для этого предназначено. Но душа не может пройти через душу другого человека. Почему? Потому что это близкие энергии, и они вступают в взаимодействие. Энергии разных уровней, они практически не вступают в взаимодействие. Да, вот рентген просвечивает, что-то его задерживает, что-то там не задерживает, да, рисунки получаем соответствующие. А, Поэтому, чтобы изучать данную сферу, да, вот эти технологии, за ними будущее, но чтобы этим пользоваться, нужна очень большая подготовка. Да, должна быть подготовка научная, то есть человек должен понимать, ну, не просто он узкий специалист, как там Козьма Прутков говорил, как флюс, да, узкий специалист, только что-то одно да, выбирает. Нужно понимать, как вообще ну, создавать, в том числе общие теории, да, то есть самые важные вопросы, как решать. Вот логический аппарат должен работать, да, исследовательский, с одной стороны. С другой стороны, у человека должна быть духовная подготовка, потому что какие задачи решать? Нужно же понимать, какие уже решены и благодаря чему не решены, какие не решены и почему они не решены. Да, когда человек видит вот эту границу, он на нее становится, он может развивать знания дальше. А если он не видит эту границу, да, предположим, вот наука, да, она начинает изучать духовный мир, там трансперсональные различные направления, парапсихологические есть различные организации, ну, которые не финансируются так, как финансируется, скажем, традиционная наука. Вот человек из мира науки начинает изучать духовный мир. Кто он в духовном мире? Даже не пионер, а октябренок. Он 10 лет изучал материалистический подход к пониманию мира, он прошел соответствующую подготовку в университете, он понял, все-таки духовный мир это интересно, и он как пионер или октябренок приходит, здравствуйте, первый раз, первый класс. Что он может нового открыть? Прочитать первоисточники, перефразировать, а что он может открыть? Да, он может что-то открывать, когда он получил солидную духовную подготовку. Он, по крайней мере, понимает, а что уже создано в этом мире. Да. И, к сожалению, многие, скажем, даже представители духовных направлений, они как бы не понимают, что такое как бы профессиональное духовное развитие, если мы говорим там, скажем, м, вот есть религия, как правило, верхушка любой религии, она эзотерическая. То есть люди, обладая способностями, ну, в христианстве в том числе, вот откровения, пророчества, это же все люди, сами все источники, первоисточники, неважно, любой религии, они все получены через откровение. То есть у людей, у всех работали способности, которые это делали. У представителей духовных направлений часто как бы не хватает такого понимания, что верхушки всех учений мировых, они все эзотерические, да, то есть у людей работают способности, они могут получать информацию, пророчества там всевозможные, давать ответы на те вопросы, которые люди задают. Не хватает понимания, что профессиональный уровень духовного развития предполагает целенаправленное раскрытие способностей и познание дальше духовного мира, как раньше говорили в Древней Греции. Иди и смотри. Смотри. Да? И если вы вступаете в взаимодействие с тонким миром на уровне собственного опыта, да, у вас есть возможность видеть, слышать, да, общаться, чувствовать, кто вас сможет в чем-то убедить, что Бога нет. Да? Я не помню, один из последний герой Советского Союза, да, человек, который в Афганистане потерял ноги, летал, был помощником Ельцина, да, президента, и потом ушел, ну, стал святым отцом, уже там более 10 лет. Интересно, я не верю в Бога, в ад, рай, там, чертей, там, ангелов и так далее, я это знаю. Тогда у человека есть собственный опыт, ему не надо что-то там рассказывать, да. А человек, который из науки входит в духовный мир, он пришел первый раз в первый класс, ему все это нужно узнавать. А люди, которые получают соответствующую подготовку, ну, предположим, там, ну, религиозную подготовку, да, человек отучился в семинарии,
ну, предположим, он после школы прошел, а он что, исследователь? Он может применить научные инструменты, да, тем более каждая вот такая система, она логически завершенная. Это плохо, что духовные учения не содержат вот развития как такового. С одной стороны, они держатся благодаря догмам, и они проигрывают благодаря догмам, потому что мир меняется, люди меняются. Да, если раньше там человек заходит в храм, слышит там песнопение, это вау, это самое такое лучшее, что он видел. Это его пробирает до мурашек. А сейчас он это может получить дома, включив компьютерную игру или там классную аппаратуру. А подход не изменился, даже, может быть, стал хуже, меньше веры. Да. Не хватает такого влияния, которое должно быть. Да, потому что, ну, где есть возможность, м, конечно, одни из самых интересных мест — это храмы, да, пообщаться с покровителями, которые все понимают, что можно сделать с этими людьми. Да. Поэтому представители духовных направлений часто не обладают достаточной подготовкой как исследователя, чтобы разрабатывать новые теории, да, принципиально новые знания. Да, все-таки исследователь — это действительно элита, и человек, почему он становится на путь исследователя? Один из мотивов. То, что он открывает, оно обогащает весь мир. А традиционный ученый, он не может, он и не обладает полнотой знаний, и, как правило, чтобы у него работали те или иные способности, это тоже достаточно длительный путь познания и тренировки. Но в любом случае, когда мы говорим о будущем, о познании духовного мира, это должно быть сочетание возможностей науки, возможностей различных духовных практик, и это требует большой подготовки. С одной стороны. С другой стороны, наверное, заключительный момент по этой теме. Я не знаю, правда ли такое, что приписывают Трампу. Основной секрет успеха — родиться в правильной семье. То есть в большинстве случаев человек, чтобы что-то создать новое, неважно, в любом направлении, он для этого должен родиться. Вот именно родиться, да, у него предыдущие там воплощения, предыдущая подготовка огромная, которая позволяет эту задачу решить. Это, это мы были в Испании, да, по-моему, Севилье, если не ошибаюсь, там, где прах Христофора Колумба, да, как же с ним не побеседовать, да, поэтому это один из вопросов. Так что вы как бы подключились к этой идее так, путешествия, познания, открытия? Нет, я носитель, я и есть идея, я для этого родился. Поэтому, чтобы можно было бы решать вот эти задачи в таком объеме, используя в том числе данные технологии, человек это должен в себе принести. И любой человек, то, что он приносит из предыдущих воплощений, из опыта своей души, он это достаточно быстро способен раскрывать. Не всегда это возможно, да, потому что окружающий мир может заблокировать развитие, да, и познание. А вот то, что у него есть, он это делает достаточно легко и быстро, а настоящее развитие начинается когда? Когда он дошел до предыдущих результатов, ему нужно создавать, познавать новое. Здесь начинаются сложности. И когда человек остановился, он фактически напрасно родился. Ты даже, ну, не поднялся по уровню своего развития дальше. Да, все сложно, и я сдаюсь. Где легко иду, а где сложно сдаюсь, неправильно. Да? Нужно быстро пройти то, что дается легко, и дальше понять, какие следующие высоты, да, и двигаться дальше. Ну, совсем не в двух словах, но по возможности максимально полно. Да, Лена Егоровна, пожалуйста. Огромная благодарность, Михайлович. Я думаю, что те люди, которые влюблены в исследовательскую деятельность, и для кого важно найти первопричину, почему происходит то или другое явление, неважно, в мире, в космосе или в жизни, эти инструменты будут точкой опоры. И, как говорится, добро пожаловать в мир исследователей. Спасибо, что вы даете такую возможность.
Отсюда такой вопрос возникает, Михаил Юрьевич. Как проходит переход от теоретических исследований к конкретным программам развития вот в рамках системы? Как рождаются программы развития? Какая методика лежит в основе подготовки этих программ? Я предлагаю этот вопрос и остальные, если остались по исследованиям, перенести уже на следующий раз, подольше следующий раз, потому что, по-моему, у нас лимит времени исчерпывается. Тогда, друзья, дамы и господа, будем считать, что это был анонсом будущих наших подкастов. Очень хочется, конечно, чтобы этот подкаст и встреча с Михаилом Юрьевичем находила отклик в ваших сердцах. Подтвердите, пожалуйста, лайками, комментариями, репостами, что для вас это важно. Если есть вопросы, на которые вы бы хотели бы услышать ответы от автора, академика Михаила Юрьевича, пишите в наших чатах, и мы с удовольствием этому посвятим наши будущие эфиры. А на сегодня наш эфир заканчивается. Всего доброго, до новых встреч. Благодарим, Михаил Юрьевич, за встречу. Спасибо за внимание и успехов. Надеюсь, на самом лучшем и светлом пути, по которому вы идете. Всего доброго, до свидания.